зарядки. Могут ли они сочетаться между собой? Прямой эфир в Инстаграм и прямой эфир на Ютубе. Картинка вот вроде бы на Ютубе не очень хороша картинка. Ой. Так, не надо наоборот. Секунду. Упс. Ну вот, ой, оставлю вот так. Ладно, оставлю так. Буду знать, что надо устанавливать выше. О, вот здесь поставлю слайд. В Инстаграме могу выставить слайд сразу в кадр. Сегодня это первый мой эфир на YouTube. Присоединяйтесь и туда тоже. Будем сравнивать, будем смотреть, что удобнее. Так. Ну вот что, чат. Не вижу чат. Угу. Наверное, нет сообщений в чате. Не вижу чата на YouTube. Хотя 17 человек вижу. Напишите, или мне не видно этого чата. Ладно, в общем, чат. Так, мне пришло приглашение на акварельную зарядку на YouTube. Отлично. Доброе утро. Не получилось открыть почему-то прямой эфир в YouTube. Сейчас пробуйте. Я только что его включила. Так, и пошел чат. Ну, отлично. Начинаю. Значит, бумага. Я намочила примерно, ну, уже не примерно, а ровно 10 минут назад. Бумага, хлопок плотностью 300 грамм. Доброе утро, здравствуйте. Бумага плотностью 300 грамм. Среднее зерно. Сегодня рисуем облака. Я выбрала такой для себя референс, который, ну вот как бы для меня он попроще, да, чтобы мне больше сосредоточиться именно на освоении новых технических возможностей. Ну, я имею в виду соцсети, да, а не акварельные технические возможности. Ну, в общем, чтобы рисовать мне было проще, поэтому сегодня рисуем облака. Я думаю, что многим интересно порисовать облака, и в общем, этот эфир тоже должен понравиться. Так, вот здесь сейчас намочу палитру, под палитрой, чтобы она у меня не уезжала. Планшет у меня лежит под наклоном, под верхний край. Вот здесь подложен моток скотча, чтобы был наклон, чтобы вода стекала, не застаивалась в лужах. И вот чисто ради кадров на планшете с наклоном у меня лежит палитра, ну вот чтобы она не попадала ни в какую тень. Поэтому она вот у меня тоже под наклоном, у вас так быть не должно. Так, видела комментарий, как вы относитесь к бумаге с хлопком от Невской палитры. Никак не отношусь, не пробовала, не знаю. Вот у меня есть стопроцентный китайский хлопок, который я знаю, что по цене побеждает все аналоги, поэтому какие-то другие смесовые бумаги с каким-то содержанием хлопка я и не планирую пробовать. Так, ну что, облака. Вроде бы все идет нормально. Не забывайте ставить сердечки там и там, чтобы сети делились сообщениями и чтобы я вас чувствовала. Так, погас референс. Значит, облака. Начинаю с теплых участков на облаках. То есть вот самые белые участки, которые имеются на облаке. Могу ли я вставить референс на YouTube? Наверное, нет. Сейчас посмотрим. Нет, не могу. Нет, не могу. Так. Значит, на YouTube без референса. Ну, посмотрим, как это. Так. Начинаю не с самых белых участков и не с самых темных, а вот в эту полутон, да, где полутень, туда, в эти места закладываю теплые оттенки. Для этого беру неаполитанскую желтую и немножко ее слегка
приглушаю чем-то вот голубеньким. У меня в роли голубых, сейчас я их только отмою после цветов. У меня в роли голубого неба выступают цирулиум и кобальт лазурный, прям вот в парочке. Вот как какой-то из этих голубых приглушу неаполитанскую желтую, чтобы она не была вот такой яичницей прям совсем. Ну и при том, чтобы не была грязной. Так. И намечаю примерно вот где... Так, если... Ну вот в принципе неаполитанская желтая вот на этой моей бумаге, она при высыхании, бумага при высыхании светлеет, и вот непосредственно неаполитанская желтая как бы поглощается с особым каким-то удовольствием этой бумагой. Поэтому я не очень боюсь пережелтить. Ну, хотя и есть возможность пережелтить тоже, между прочим. Ну, аккуратно. Все с опытом, все с практикой приходит. Так, вот делала примерно, где у меня вот средние такие, средние по освещенности участки на облаках. Так. Теперь наберу что? Теперь возьму вот эти голубые. Добавлю в них что? Сиену жженую. Значит, у меня голубые. Это кобальт лазурный и цирулем. Вот добавила в них немного сиены жженой. И тоже такая... Вот, начинаю затенять облака. Свет на них падает слева. Значит, тень уходит вправо. Так, и смотрю сразу, конечно, чтобы этот оттенок вот не был не зеленоватым, не каким-то вдруг еще интересным, а вот все-таки, чтобы это был какой-то серенький. Какой-то из серых. Так, сейчас смягчу вот края, вот эти желтые. Смягчу. Надо следить за тем, чтобы не было жестких краев, пока вы сами этого не захотели. Так, теперь набираю еще гуще. Значит, что беру? Беру индотреновый синий и сиену жженую. И вот из этого оттенка буду делать, ну, как бы самые теневые части облаков. Вот смешиваю в таком варианте, чтобы получился какой-то серый, чтобы он был и не синий, и не коричневый, а вот что-то такое. Где у меня эта туча большая? Наверное, вот здесь. Наверное, перетемнило. Сейчас. Ну, вряд ли, что перетемнило, но вот здесь разбавлю.
Ну, лучше набирать, конечно, потихоньку, не сразу что-то ужасное дать, а набирать, набирать, набирать. Так, вот еще беру голубые. И тоже в них немножко сиены. Те, кто заходит в Инстаграм, не забывайте, что сегодня параллельно первый эфир идет на YouTube. Там как-то не весь лист у меня умещается в кадр, но вот это как раз тот момент, который будет отрабатываться. Так, выпадала темный уже из каких пигментов? Вот этот темный – это эндотриновый синий и сиена жженый. Голубые, синяя, неаполитанская желтая, сиена жженая. В принципе, ничего другого тут уже не появится. Так, вот сейчас немножко, вот это облачко маленькая такая закаляка. Как ее когда-то сделать? Ну, потом, наверное, да? Так, придется вот здесь еще затенять, да? Где-то, вот где-то, если темно, отжатой кисточкой, вот так в тряпку отжимаю кисточку. И отжатой кисточкой могу что-то достать. Так, ну вот пусть пока так. Теперь синева и голубизна. Значит, край неба, вот верхний должен быть потемнее. Вот здесь в средней части чуть светлее и ближе к горизонту. Вот если вы посмотрите на фотографии, то в принципе всегда так, ну, небо нами так и воспринимается. Чем выше у нас над головой, тем темнее, чем ближе к горизонту, тем освещеннее. Вот сейчас сверху, значит, это будет у меня эндотреновый синий. Немного сиены жженой, ну, в общем, эндотренового побольше, чтобы была, чтобы синева. Что еще хотела сказать? Если у вас нет эндотренового синего, значит, вполне подойдет ультрамарин. Так, намочу, наверное. Намочу вот здесь сейчас, чтобы облегчить себе. Облегчить работу. Так, ну, поехала. Где-то оставляю сухие участки, где-то вот прикасаюсь к тому, что вот у меня сделано. И в этих местах будет такое мягкое, красивое перетекание. Вот здесь смотрю на фотографию, вот сейчас уберу кадр, да? Вот в этом месте на фотографии облако мягко сходится с фоном, да, с фоновым небом. А вот здесь четко. Значит, вот здесь я не дохожу до предыдущей работы. Вот оставляю. А там, где мне мягко надо их соединить, я вот прям прикасаюсь
тому что было. И краска там уже сама она доплывет, куда ей надо. Вот так поинтереснее силуэтик. Так, теперь могу взять уже добавить, добавить голубых, чтобы небо уже становилось поголубее. Вот в этом месте очень светится, да, участок неба. Значит, мне надо оставить вот сухой край. Но при этом, конечно, сделать его красивым. И вот это тут такая загибалина в небе пляшет, да? Как мне ее сделать? Сейчас, наверное, обойду сначала облако, а потом займусь вот этой штукой, которая по центру. Так, набираю сиено-жженый эндотриновый синий, получаю какой-то серый, и вот даю вот эту дымку, которая тут. Так, что здесь? Здесь у нас пляшет какой-то человечек в небе. Ну и теперь что? Теперь надо просто позаботиться о том, чтобы все края были красивые. Просто проследить за ними. Всех проконтролировать. Кончик кисточки все время вот отжимаю тряпку.
Ну что, теперь надо затенить вот то, что казалось ужасно темным сначала и прям пугало своей темнотой, да? Оно подсохло и исчезло, поэтому теперь можно сделать заново. Намешиваю дотреновый синий, сиено-жженое. Что-то не нравится, значит, еще голубые. Нет какого-то вот четкого рецепта, сколько вешать в граммах. Все на чувство, все на ощущение. Так, нагоню сейчас сюда такого драматизма. Ну, главное за этим драматизмом уследить. Везде проконтролировать, везде смягчить края драматизма. И вот здесь, чтобы драматизм не был таким каким-то очень однообразным, значит, надо, здесь я имею в виду, где-то что-то выбрать. Так, вот в этого пляшущего человечка немного драматизма можно. Ну, у меня это, конечно, я старалась, чтобы вот у меня не было человечка тут. Потому что на предыдущем пейзаже, как была на фотографии в облаках летящая утка, так она у меня и уткой и осталась. Хотя можно было этого избежать. Но вот сегодня я уж постараюсь, чтобы здесь у меня не висел человечек. Так, ну и симпатично вроде бы, да? И две трансляции чудесно сосуществуют. И это тоже здорово. Так, нижняя часть. Значит, что? Совсем вот внизу возьму неаполитанскую желтую. Да, сам вот ближе к горизонту, да? Неаполитанскую желтую. Ну, здесь, мне кажется, уже все нормально. Бесконечно добавлять краску тоже не получится в облака. Так, вот, значит, где будет мой горизонт? Вот здесь. Неаполитанская желтая. И повыше голубые. У меня это кобальт лазурный цирулиум. Так вот, на YouTube уже не видно. Так, это чуть повыше. Ну и вот здесь, насколько получится. Маленькие белые облачка, в общем. Под этими драматичными.
Ну, таки, в общем-то, и близимся к завершению банкета. Что осталось? Осталось, ну, не знаю, насколько надо. Ну, можно сделать внизу какой-то, да, силуэтик. Значит, возьму датриновый синий, сиену жженое. Опа, капнул. И капнул прямо синим. Что делать? Промокну тряпочкой. Вроде бы спасла. Так, синий и сиена жженая. Ну, короче, побольше сиены. Так, ну и смотрю, что там добавить, чтобы был не черный, да, какой-то. Попробую неаполитанскую желтую. Ну вот, чтобы это было что-то темное, теневое, но не черное. Так, еще побольше добавлю вот к синему неаполитанской желтой. Поскольку эта фотография сделана мною в моем регионе, то на дальнем плане там вот горы видны. Горы, они такие синеватые, даже в теневом варианте, да? А тут мокро. Мокро, рановато уплывут. Значит, можно немножко поболтать. Минутку, полторы-две. Ну вот, смотрю в камеру, облака мне нравятся. Единственное, что вот на YouTube у меня не видел ни листа. Ну, на следующей трансляции, конечно, мы это все уладим. Так, ну, можно сказать, что премьера песни прошла неплохо. Я боялась, что эфиры будут друг другу создавать какие-то радиопомехи, да, что они начнут завывать. Но все нормально. Самого страшного не случилось, значит, теперь зарядка имеет право быть и в Инстаграме, и на Ютубе параллельно. Сегодня проведу у вас опрос, как вам удобнее, где лучше, что лучше. В общем, будем думать, куда вести проект дальше. Так, ну вот сыра, наверное, надо высушить. А может и можно, да? Попробовать. Сейчас попробую, если расплывется, значит второй слой сделаю просто выше. Раз гора. Там 2 гора. Так. И оно тоже тут высохнет. Тоже страшно, вот всегда страшно как-то сделать, сразу жухнуть, жахнуть более темным, активным каким-то цветом. Сделать страшно. Делаешь осторожно, когда высыхает, думаешь, ну что сразу вот посильнее не сделала. Так, ну сделаю что-то. Сейчас сделаю что-то, оно все расплывется, а я его уточню поверх. Ну что тут тоже, да? Шедевр про небо, поэтому что тут уже не столь интересно. Так, вот гора поползла ежом наверх.
И что я с ней за это сделаю? Я попробую ее ограничить в правах. Так, ну что, и все-таки высушу. Немного высушу и сделаю какие-то вот телеграфные вот эти столбы по сухому. Теперь синтетической кисточкой, более упругой. Да, так вот присоединилась уже к концу. Так жалко, а запись останется. Запись сегодня останется не только в Инстаграме, но полагаю, что и на Ютубе. Потому что сегодня у нас премьерный параллельный эфир с Ютубом. Так, ну что, столбы телеграфные пускай болтаются, и пускай вот так прям в крифе в кость, как они есть, да? Как они? А как они устроены? Ой, кстати, о столбах такой конфигурации. Сегодня же день святых Петра и Февронии. Поздравляю тех, кто отмечает этот праздник. Как бы, ну, день семьи, любви и верности. В общем, я отмечаю. Пробыв замужем почти 30 лет. И имея специальный орден замужества. Так. Что, ну пусть висят провода, да? Что понарисовала? Не знаю. Ну, что-то. Все, на этом сам шедевр окончен. Поздравляю всех нас с выходом на новые горизонты. Эфиры оба постараюсь сохранить. Ну, вот в Инстаграме я уже знаю, как это сделать. А на Ютубе постараюсь. Постараюсь, чтобы там все сохранилось.
Все, что еще сказать? Все, можно прощаться. Значит, жду вас в клубе акварельной зарядки, в закрытом клубе. Есть все мои мастер-классы, их уже более 200. Все эфиры сохранены на YouTube, вот на этом канале, на котором сейчас был эфир. Клуб по подписке, в пакет подписки входит 4 консультации за месяц по вашим работам. Подписка совершенно символическая. Так что присоединяйтесь. Присоединиться можно по ссылке в профиле в Instagram. Все, и скоро у нас будет курс «Акварельный драйв», где мы будем, 8 будет взято 8 тем по одной неделе, по одной теме на неделю, 8 тем. Я буду давать теоретические установки, теоретическую какую-то вам информацию, буду показывать, как это воплотить, а вы будете отрабатывать это на своей натуре и показывать на проверку вашу уже совершенно стопроцентно авторскую работу. Все, на этом прощаюсь. Жду сегодня вашей реакции, вашей обратной связи. Ну, насчет вот такого новшества, как присоединившийся YouTube. Все, сохраняюсь. Всем спасибо. Спасибо за поддержку. Все, всем пока. Так, и как тут закрыть? Поделиться, создать ролик, включить вспышку. Как же это закрыть? Поделиться. А как трансляцию-то завершить? Попробую крестик. Завершить трансляцию. Окей.